Всем привет. Решили вот с Аней попробовать. Да, я тут Ужас, грязный. зачуханный. Я маму жду, меня мама должна прийти сейчас покупать, помочь. Решили вот с Аней начать записывать видео, попытаться, эксперимент такой, в живом времени. Потому что у Ани живот растет, уже малыш растет, и тяжело, как обычно, наши предыдущие видео видели. Мы там в рубашке шли, при параде, как говорится, на красивом фоне каком-нибудь. Да, Вот. все у нас в порядке, все у нас ладненько, да? Да, но сейчас уже такой возможности нету, потому что все это делала всегда Аня. Меня усаживала в коляску, поправляла, рубашку одевала, сама там при полном параде, при макияже, при всем. Сейчас уже это ничего делать мы не можем, поэтому видео боимся, что будем меньше выкладывать, а друзья переживают, все время пишут, куда вы пропали. Ну, Да, вот поэтому... если бы мы все это делали, мы бы опять пропали на месяц как минимум. Да, до самых родов, наверное, и дольше. Вот, поэтому решили попытаться вот в живом, как говорится, времени снимать как есть, какие Да, есть. иногда просто. Да, сама волосы поправила, Иногда, да. показываться не хочет. Говорит, будешь ты, как говорится, сегодня в кадре. Вот хотим вам показать, как вот Ты мы... фотогеничный, Да. в отличие от меня. Ага, слава богу. Хотим показать вам, как вот обустраиваемся. Потому что вот насчет беременности, что беременность длится, и вот обустраиваемся потихоньку. Да, устраиваемся. Обои вот я поклеила сама, закончила На буквально. 6 месяце Позавчера, да, пришлось поклеить. Такой серый цвет решили поклеить. У нас были здесь на этой квартире были такие персиковые, вот я оставила стенку. Решила эту стенку оставить, как было. Они, честно говоря, отваливались, отходили. Я подклеивала обратно их. Решили, что мы не собирались клеить. Почему? Да, мы не собирались клеить вообще обои в комнате, потому что, как бы, ну зачем, не своя квартира, зачем там тратить деньги и клеить обои, да, там менять их, к чему, если не свое жилье. Но дело в том, что вот Гриша подъемник продал, мы купили кровать, решили поставить кровать, чтобы мне было удобно с Гришей, чтобы нам удобно было спать. Вот. Чтобы не таскать его, да, по этому диванчику. Он хоть и раскладывается, но неудобно, очень неудобно. Невозможно практически мне помогать ему ночью. Я, по-моему, где-то рассказывала, что я тебя двигала от этого края. От этого края, ну, как диван, получается, вот отсюда раскладывался. Мне нужно было залазить на корточки и туда к стене Гришу двигать. Почему? Потому что он спать может только ко мне лицом. Он же не поворачивается, у него не вращается голова. Если бы я его положила с этого края, допустим, то ночью бы я его не видела и не смогла бы ему там помогать, определенные манипуляции делать, помогать. Поэтому это было бы невозможно. Ну, это просто, как сказать, больше невозможно нам было на этом диване спать. И перепад у нас диван немножко с дефектом, вот, с перепадом, вот. Ну и гораздо жестче. Здесь вот-таки и матрасы ортопедические уже, и нам удобнее. Мама моя подносит Гришу с этой стороны, получается, ложит его здесь. Вот я обхожу, ложусь со своей стороны. Уже все по-человечески, все. Теперь все нормально. Вот. А почему обои? Вернусь, почему мы обои переклеили? У нас здесь висели полки вообще над кроватью. Ведь комод стоял, зеркало было висело, полки были прикручены. Много, ну, 2 полки были, но у них кронштейны такие у этих полок, что там очень много дырок надо сверлить. Ты же скажи, что мы подготавливаем комнату к малышу. Ну да, ну понятное дело, что мы тут с метром несколько дней, неделю с метром я со своей рулеткой вот бегала. Каждый буквально сантиметр мы в комнате измеряли, чтобы кровать влезла. Компьютерный стол Гришкин, чтобы влез, и диван. И у нас еще стенка, мы весной брали с Гришей стенку. Потому что вещей уже, мы здесь с 2014 года живем. Сейчас еще мама, здесь вещей много, и нужна уже хоть какая-то была мебель, нам на чемоданах уже устали с сумками. Вот, пожалуюсь немножко. И вот тут у нас стоял шкаф большой, старый, мы брали с рук его. Нам пришлось его разобрать, вообще вынести и поставить эти вот 2 шкафа новые, которые мы купили. Мы их за дверь спрятали, вот убрали. Буквально они нам втиснулись, буквально прям вот дверь прям вот вообще втиснулись прям хорошо. 2 шкафа платяных встали здесь. Вот, всунули. Тут вот комод пока стоит на этой стене. Комод будет полностью занят детскими вещами. Вот, я туда все детские вещи сложу. Освободила уже его. Здесь будет, кстати, на месте комода будет стоять детская кроватка. Мы уже измерили.
место, потому что ближе к окну кроватку мы решили не ставить, потому что там может быть сквозняк, и мало ли чего, и около окна. Я проветриваю часто, мне часто воздуха не хватает, вот. И я слегка проветриваю. Нам с Гришей ничего, а ребенка может протянуть. Поэтому мы решили, что мы кроватку ближе все-таки к входу вот так вот поставим сюда. Шкаф подвинули, он у нас стоял посередине, мы подвинули его прям сами впритык прям к стене. Ну и в общем мы отодвинули. В общем, отодвинули, да, вот кровать. Сейчас у нас так, она стоит, потому что я клеила обои. А почему пришлось клеить обои? Еще раз вернусь. Потому что вся стена была просто у нас как решето. Там я видео вставлю. Там видно, фотографии есть, там просто вот видно, у нас как будто тут с пулемета расстреляли всю стенку. Вот, хозяйка этой квартиры, она разрешала нам вкручивать полки. Вот, поэтому за вот эти, сколько мы тут, 3 года, 4-й год здесь живем, да? Получается, за эти вот годы мы полки меняли несколько раз местами, под рамки что-то вкручивали, дырки. В общем, тут вообще все было изрешечено в этих обоях. И мало того, что еще дырки были, так еще и обои были исписаны. То есть, вот свекор, говорит, папа приходил, он прям не стеснялся, он маркером прям раз по стене. И эти все полосы, они все это на обоях осталось. То есть, какими-то рамочками завесить, это невозможно просто было бы. Папа приходил, говорил, вы будете перевешивать? Сейчас что-то фокусировка у нас сама стала. Не важно. Папа говорит, вы будете перевешивать? Там зеркало, полощи. Мы же говорим, не будем. Но он же не стесняясь фломастером. Шутил прям на обоях. Вот, я хотел еще... Что хотел еще добавить? Не знаю. Что-то хотел добавить. Что-то забыл. Что хотел добавить? Память уже не та, уже старее. Это просто помыться надо. Грязно. Голова засаленная, плохо соображает. Ты продолжай, я пока вспомню, что хотел сказать. Ну, вспоминаю, ладно. Ну, в общем, у нас тут, конечно, сейчас тартарам полнейший, кровать пришлось отодвигать. Я вспомнил. Блин! Я вспомнил. Ну. Поближе, это слышно не будет. Мы уже живем в таком тарараме, она еще... Ой, больше недели. Да, она еще кухню покажет. Мы сначала ждали кровать, пока нам ее привезут. Кровать ждали 2 недели. Да, нам потом позвонили, сказали, машина сломалась, а мы привезем там через Прождали день. мы сутки, наверное, мастеров, они не приехали. Приехали только через сутки приехали. Да, потом собрали нам ее. Мы не могли диван сложить, не могли стол подвинуть, потому что здесь, если диван тут разложить, то, ну, хорошо место он займет. И вот, и кровать бы мы не поставили. И мы вот ждали, как дураки сидели. А потом Аня стала ремонт делать. Это обои клеить, пришлось кровать подвинуть в шкафу. Теперь шкаф. Да, теперь я даже... Ну, теперь вот к шкафу. Теперь шкаф у меня пустой стоит, я не могу его заполнить. Полки все вытащены. Шкаф стоит вообще у нас сикость-накость. У нас здесь полы кривые очень. Я вот сейчас жду, то у соседа позову, он помогает мебель двигать, то это сам мама Гриша с отцом приходит, помогают по возможности. Кухню покажи. Кухню показать. Вот так все вот свалено. Ну, на кухне здесь что у нас? Ну, вот на столе. Стол кухонный весь заваленный, конечно. На кухне тоже хаос, потому что тоже... Полки тоже здесь немножко прикручивала, обои кусочек там пришлось содрать. В общем, здесь тоже вот работы много. Кухня тоже маленькая, тесная. И вот так вот все у нас. Контейнеры везде стоят у меня по всем полкам, по всем, и на холодильнике, и везде хлам у нас везде лежит, в общем. Куда могла распихала. У меня окно там до половины вот так завалено хламом тоже. И вот так, может, 2 недели. Не можем никак, потому что обои я долго клеила. А тут не видно. В общем, вот так вот окно завалено все. Потому что я говорю, что шкафы все пришлось освободить полностью. Мы не могли их заполненные двигать, потому что вещи, они вес дают все-таки. Ты же объясни, что такое нахлам, еще кровать спрятала уже. Ну да, кровать у нас вся забита вещами. Мы всю летнюю одежду, всю, которая нам не нужна, сумочки, летние вещи, какие-то вещи, которые я хотела отдать в благотворительность. Гриша пока сказал, он мне суеверный, говорит, пока не отдавай, пока не родишь никому вещи. Я не знаю, мы это вырежем, наверное, да? Вот, в общем, там, блин, вся кровать у нас забита, ящики забиты вещами лишними, которыми мы не будем в этом году точно пользоваться. И благодаря этому я говорю, что мы хоть немножко шкафы, говорю, разгрузили, и один шкаф даже смогли разобрать, вообще убрать в тамбур. Вот. Я не знаю, там меня слышно, нет?
Я ее подъемник же продали, спасибо большое человеку, который купил у меня подъемник. Вот еще заказал себе стол компьютерный, потому что мой очень большой. И... У него, да, можно я перебью тебя, скажу, потому что меня тут лучше, наверное, слышно. У нас стол, Гриша работает уже, ну сколько, ну с самого детства. Сидит за компьютером, стол-книжка. Знаете, тут советский стол, старый, стол-книжка. Ну ему, наверное, столько же лет, сколько и мне, наверное, не Да, больше. он нас старше тебя даже. И вот сколько мы живем, он уже у нас несколько переездов пережил этот стол. Вот, стоит он сейчас на подпорках у нас, он буквально... Он давно, он уже несколько лет как заваливается. Вот, но Гришка все равно работает, все равно себе жалел денег. Вот, до таких вот условиях. Вот, сидел, работал все эти годы. А в этом году говорю, все, говорю, я не могу, давай меняй, говорю, стол. Потому что это буквально рухлядь, он просто вот разваливается. И он, во-первых, занимает очень много места в комнате. А мы сейчас заказали стол, он будет в половину меньше будет, во-первых, этого стола. Здесь не видно, как он шатается, но его невозможно не передвинуть, ничего, он все время заваливается. Он буквально вот каждую минуту может обвалиться. Ну, уже невозможно, просто опасно за ним сидеть. Компьютер может упасть, и все. Мы уже решили, что в этом году мы нормально ему компьютерный стол закажем. Пришлось заказывать индивидуально. Мы тут бегали, мастер нам на дом приходил, я с рулеткой тут тоже бегала. Мы тут с Гришкой рисовали эскиз, все измеряли, все по сантиметрам, все по миллиметрам. Нужная высота, нам нужна определенная высота, определенная столешница, размер. То есть все это замеряли прям индивидуально. Ну, еще, конечно, мы это все замеряли, не только как бы для меня, но и потому, что, как уже Аня сказала, бегала тут с сантиметром, с метром, с рулеткой, все замеряла, вымеряла, потому что до буквально до сантиметров, чтобы влез и комод, и стол компьютерный. Ну, потом покажем, как все это поставим, Да. потом увидите, как у нас все стоит. Прям все занято, прям все до миллиметра у нас рассчитано. Мне уже обещали завтра стол привезти, так что, надеюсь, завтра я уже буду сидеть за новеньким столом. При этом Будем я надеяться. мечтаю, что я там цветочки какие-нибудь поставлю. Да, он мечтает зелень. кактусы поставить, что-то, Да. полочки, чтобы были, чтобы что-то поставить, папки с документами, этот хаос разгребсти хоть немножко. Зелень поставлю. Чтобы уже... У него было рабочее место адекватное. Вот. Так что стол мы ему поменяли. Надеюсь, нормально сделают. Все будет хорошо. Да, я рекламу приведу. Ну, в общем, подъемник у меня купили. У меня еще осталась нерабочая электрическая коляска. Ну как Без- не рабочий, Ну, без просто аккумулятора нет. аккумуляторов. А у меня аккумуляторы испортились давно уже. И колеса задние надо поменять. Но она на ходу будет работать, все работает. Поэтому покупайте. Рекламная пауза такая вот у меня Да, небольшая. продает почему? Потому что она ему не подходит. Её Да, надо полностью руки у переделывать. меня уже практически не двигаются, я не могу этим пультом управлять. Мне нужна коляска, чтобы я мог управлять Но дыханием. руками он не может Да. управлять, к сожалению. Вот такая вот ерунда. Ну вот сижу, короче, все время на диванчике, либо на стуле за компьютером. Вот. Ну да, он у меня, получается, на диване сидит или на стуле за компьютером сидит. В коляске по дому передвигаться невозможно, потому что здесь негде просто передвигаться-то. Да, На если- кухню не да, если заехать, же в комнату. Сосед как-то к нам пришел, он парень хороший такой, молодец, добрый человек. Посмотрел, потом это Аниной маме в коридоре так шепнул, говорит, у меня, говорит, там есть, как он сказал, какая-то этот детский прицеп, по-моему, что ли, или из магазина. Какая-то тележка. Тележка С колесиками. С колесиками, да, из магазина Лента, по-моему, что ли. Он сказал, давайте, говорит, я ее там припаяю, какую-то трубку, еще что-то будете, говорит, его по дому катать. К окну подвезет. Как, ну да, подвезете, чтобы А то посмотрел. бочонок все время на диване его сидит. Ну, а ты все равно нигде не проедешь уже Ну, на не, этой ну, тележке. конечно, тут не подъедешь. И окна высокие, тут надо какую высоту. Надо закрывать. Здесь и не видно ничего. Мама сейчас своя моя придет. Вот. Надо заканчивать. Вот я. Тут еще не видно еще животика. Я ношу все такое широкое, вот, поэтому кто ждет животика с нетерпением, терпение. У нас пока все нормально протекает, как повторюсь, я вот обои все эти одна, можно сказать, клеила. Мама только на подхвате клей подносила, клеила по 2 полосы, полоса 1,6 м. Сначала стену загрунтовала, все как положено. В общем, я тут неделю, наверное, почти вот эту стену буквой Г я обклеивала. Вот. Буквально вчера вот я закончила здесь клеить, съездила, уже купила эти багеты. Самые такие недорогие, самые дешевые, потому что было видно все-таки срезы под потолком.
Вот, неровности. Пришлось багетами заклеить. Вот. А почему серый цвет выбрали? Потому что, говорю, у нас мебель как бы вся светлая, белая. Она будет, мне кажется, хорошо смотреться. Что, рамки повесим? Рамки, да, мечтаем рамки с фотографиями развесить нормально. Просто хочется немножко обстановку, потому что мы здесь по-любому еще неизвестно сколько тут будем в этой квартире. И нас пока туда не выгоняют. Вот. Живем пока здесь. Хочется все расставить. Когда увидят это видео, то выгонят. Ай, думаешь, они смотрят это видео? Наш канал. Надеюсь, нет. Ладно, другие комнаты показывать, другие комнаты, говорю, ух ты, другие комнаты, громко сказано. Туалет с ванной показывать не буду, там тоже бедлам полнейший у нас. Как-нибудь расскажу. О них тоже там делала небольшой ремонт, года 3 назад пришлось. Так что вот такие вот у нас дела в таком бедламе мы живем. Хочется, конечно, больше собой заниматься сейчас, отдыхать, но, к сожалению, пока не получается. Потому что я говорю, что на 7-м месяце вообще будет тяжелее, намного тяжелее. Сейчас-то в глазах темнеет и бывает слабость, а потом будет сложнее. Поэтому я сейчас решила ударными путями навести порядок дома. Вот, уют создать хоть какой-то хотим. Так что вот так вот. Ну, Гриша, скажешь еще пару слов? Да, сразу выключай. Камера сейчас этот флешка сейчас закончится. И будет у нас видео незаконченное. Поэтому мы будем закругляться. Сейчас придет моя мама меня помогать купать. А раньше Таня все делала, сейчас не может. Потому что тяжело поднимать. Мы Не, еще ну я щас- могу купать, но поднять я не могу купать. Я Да могу, и то куда я задыхаюсь, купать? Да, естественно. там жара такая. Ванной Нет, просто, душно. да, дышать тяжело. У нас очень в квартире в этой всегда жарко, если честно. И летом, и зимой всегда душно. Ты сейчас ходишь, задыхаешься. Да, по поэтому голосу. я говорю, я всегда проветриваю, всегда стараюсь, чтобы поступал воздух. Потому что здесь дышать нечем. Квартира маленькая, дышать. Как я и говорил, фотоаппарат у нас уже садится, уже горячий, вырубается, поэтому прощаемся, надеемся, что видео, наш эксперимент в живом времени получится, и будем теперь чаще выкладывать, как говорится, без галстуков видео. Вот. Так что всем пока, всех целуем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, до свидания. Да, завтра привезу стол, покажу, что Да. там за стол. Сниму вам стол, покажу. Вот. Надеюсь, подойдет, надеюсь, я смогу за ним Нам, сидеть. да, самим интересно, что там получится, потому что только на бумаге сами вот с мастером здесь сидели, рисовали, и не знаю, что в итоге получится, мы ничего не знаем. Он сказал, вот получается, в понедельник, да, мы заказали, вот он сказал, понедельник. он сказал, в пятницу будет завтра вот готово, но мы даже не видим ни готовый результат, как это все вживую выглядит, мы не знаем сейчас до сих пор. И завтра для нас это будет вообще сюрпризом. Мы, возможно, нам только его привезут домой, и мы его увидим только дома, вживую. Я боюсь, что что-то не подойдет, и что потом будем делать, не знаю. Сюрприз! Да, сейчас уже паниковать начинаем, честно говоря. Я его спросил, а если что-то не так будет, можно будет изменить? Он сказал, что нет, это уже будет цельный, готовый Его уже не каркас, изменить. уже не изменить, и все. И приплыли, короче. Да, вот прям не знаем, что завтра будет. Ну ладно, посмотрим. По-моему, мама идет. Ладно, все выключаем. Хорошо. Всем пока, Всё, шухер. подписывайтесь. Мама всех идет, целую. выключай. Помаши ручкой. Куда? Всем пока. Все, всем пока. Мама принесла нам груши. Мне принесла, не тебе. Тебе. Нам, сейчас. Нам, я имею в виду тебе Да. и мне. Да, и мне. Да. И мне, и мне, и мне. Это местные. Это местно сладко. Ну, как я приносила вам У сладкие. меня там уже полный подоконник груш. Нет, всяких. ну, даже жесткие они сладкие. Да? Ну, никак, они не жесткие, они, в принципе, нормальные. Ну, мама мне сегодня привезла эту форель, грушу форель. Вот, пожалуйста, чуть взять. Сними, мама. Вот, к нам мама пришла, вторая. Вторая мама. Твоя мама. Света встретила, гуляет. Да, она только вышла. А это самое, она мне привезла грушу форель. Да, тоже жесткая, но тоже сладкая. Вот, так что буду есть. А я прикалываюсь. Говорю, поехала за грушей, меня привезла форель. Я говорю, Груша называется будешь- форель. Будешь просто. есть рыбу, говорит. Она сладкая, мне нравится. Она знает, что я форель эту ем, поэтому взяла. Эти я не знаю, как называется, но тоже вкусные. Ну, попробуем. Ладно.